I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим очень интересные гибридные наушники от компании JAZZEAR стоимостью $100, и приходят они в средней по габаритам коробке, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, есть логотип компании, а также указано название этой модели Defiant. Ну а также обратите внимание, что они выпущены совместно в коллаборации с популярным обзорщиком The Reviews. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников, и есть даже график частотные характеристики этой модели, который уже нам четко показывает, что за тюнинг будет у этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер и 3 арматурных излучателя, но чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Сертификат качества. Инструкция по использованию наушников. Тряпочка для протирки наушников. Акриловая подставка. Ну и набор разных амбушюр. Есть как и одна пара пенных насадок, так и вполне щедрый выбор из силиконовых амбушюр. Наушники довольно небольшие, выполнены из смолы с очень красивым радужным оформлением лицевой панели с никелево-металлическим акцентом. Либо вы можете приобрести эти наушники в более простой зеленой расцветке. Ну а я выбрал эту, поскольку, как по мне, она более уникальна. Да и что-то похожее на самом деле не часто-то и встречается. Поэтому на мой вкус в этой расцветке они прям смотрятся реально привлекательно. Но здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится единственное отверстие для компенсации, которое со своей функцией справляется на отлично. Причем обратите внимание, что здесь еще указана маркировка канала и есть логотип обзорщика The Reviews с названием модели этих наушников. А на левом наушнике здесь указана также маркировка канала, но уже есть логотип компании JAZZEAR. Но звуковод у этих наушников выполнен полностью из металла, имеет диаметр 6 мм, получил четкий бортик для более уже лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеточкой. И как по мне, у этих наушников он прям оптимальный, не слишком короткий и не слишком длинный. В общем, в самый раз, чтобы и посадка была комфортная, и все амбушюры цеплялись уже сюда как надо. Ну и сидят эти наушники в ушах очень комфортно, никаких проблем при их использовании нет, так как здесь мы имеем достаточно глубокую посадку и отличную звукоизоляцию. Ничего не давит и желание поскорее снять эти наушники не возникает, даже при длительном использовании. Да и комплектный кабель у этих наушников очень даже хороший, и мне он прям понравился, и менять его смысла точно никакого нет. Поэтому просто берем, подключаем наушники к вашему плееру или ЦАП-усилителю, да наслаждаемся уже прослушиванием. Ну а амбушюры от себя я советую к ним выбирать уже с более широким отверстием, если вы хотите получить максимально сбалансированное звучание. Ну а приобрести наушники JAZZEAR Defiant вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине Hi-Fi Go, либо на их официальном сайте hifigo.com. Все ссылки на покупку наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники JAZZEAR Defiant, и вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 11 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент на 2,5 кГц в области верхней середины идеально соответствует моему таргету. Поэтому эти наушники для меня в этой области точно не звучат излишне энергично, да и высокие частоты тут в плане продолжительности очень даже хороши и плавно затухают уже после 15 кГц, что абсолютно нормально. В общем, здесь, друзья, мы имеем уже максимально базовый и знакомый для всех нейтральный тюнинг, но все же звучат эти наушники очень даже нетипично, а вот как именно, сейчас я вам расскажу уже более подробно. Низкие частоты в JAZZEAR Defiant отличаются в первую очередь зрелой и сбалансированной подачей с тонко настроенным характером, и Sabas — это один из ключевых
ключевых элементов их звучания, который сразу бросается при первом прослушивании, так как он проникает очень глубоко и уверенно уходит уже в самый нижний регистр и создает для вас такое максимально плотное и обволакивающее основание. Но делает это он не за счет какого-то грубого и басхедного давления, а как раз таки благодаря вот этой точной дозировке и хорошей контролируемости, за счет чего его энергия в самом низу тут не размытая по восприятию, а очень собранная, с ощущением вот этой упругой отдачи и как бы заметного телесного присутствия. Но вот мидбас в свою очередь здесь подан очень умеренно и аккуратно, так как здесь нет какого-то перегруза там или ненужного излишнего усиления, он не окрашивает середину и не лезет слишком сильно вперед, вместо этого он здесь работает как будто бы связывающее звено, дает ритмическую основу, добавляет упругости, но всегда остается в рамках нормы. Удары бочки звучат сфокусированно, с хорошо такой очерченной атакой и без каких-то там остаточных призвуков. И благодаря этому эти наушники не страдают от какой-то мутности или гулкости, даже в очень насыщенных миксах. И что особенно приятно, это характерная вот эта басовая текстура, так как эти наушники достаточно умело вам передают какие-то мельчайшие нюансы, и поэтому вы слышите здесь не просто тупо бас, а именно движение воздуха, отскок струны и вибрацию мембраны. И это позволяет вам легко различать разницу между живым контрабасом и синтезированным басом. То есть бас здесь по восприятию не монотонный и не однослойный, а как бы дышащий, очень прозрачный, живой структурой. И это уже нам говорит о хорошей проработке переходных процессов и качественном контроле низкочастотного драйвера в нижнем регистре. И кстати отмечу, что по своему тону низкие частоты здесь ощущаются более теплыми, чем холодными, как например в наушниках Dune Braindance. То есть тут сразу заметна вот эта добавленная приятная теплота, которая как бы очень мягко склеивает весь общий баланс и делает звук комфортным и музыкальным, но не уводя его в какую-то вялость или темноту, так как тут есть необходимый контраст между вот этой плотной нижней опорой и более уже воздушной серединой, что создает нам лучшее ощущение глубины и выразительности. И отдельно я бы отметил еще динамику, так как басовая атака здесь может и не прям супер такая резкая, но очень уверенная, так как чувствуется точный начальный импульс, за которым уже следует натуральное и слегка округленное затухание, которое придает звуку большую реалистичность и натуральность. Особенно заметно это уже на ударных инструментах. И в итоге низкие частоты в Juice Ear Defined это не про какое-то там супер басхедное раздутое шоу, а про точность, текстурность и глубину. Они создают максимально надежный фундамент, подчеркивая как музыкальность, так и естественность звучания, и при этом не перетягивают на себя лишнее внимание. То есть, как по мне, вот это настоящий зрелый бас, который можно слушать долго и с удовольствием. И самое главное, что его точно хватит большинству слушателей. Ну а средние частоты в Juice Ear Defined это настоящий пример того, как можно добиться предельного комфорта в звучании, не жертвуя при этом живостью и музыкальностью. Это реально один из тех случаев, когда середина буквально дышит теплом и мягкостью, но при этом не становится какой-то вялой или безжизненной. И в первую очередь стоит отметить ее очень нейтральный характер, в хорошем смысле этого слова. Тут нет каких-то искусственных подъемов, провалов или там лишних подчеркнутых акцентов. Здесь все звучит очень ровно, естественно и так, как будто бы наушники не добавляют ничего от себя. И вместе с этим середина здесь наполнена теплой интонацией, мягким таким телесным окрасом, который делает уже вокал, акустические инструменты и синтезаторные партии особенно комфортными по восприятию и живыми, и за счет чего голоса тут звучат очень так органично и без какого-то дополнительного окраса. И будь то это мужской баритон или женская сопрано, они передаются с такой едва заметной округлостью, приятной глубиной и телесностью, без какой-то там лишней резкости в верхней середине, так как она здесь отлично контролируется. И я реально считаю, что главное достоинство этой середины это вот эта правильная гладкость и сдержанность, так как здесь полностью отсутствует какая-либо агрессия или какая-то там неприятная колкость в области верхней середины, которая часто уже бывает источником утомления в других наушниках, например, с более явной Harman настройкой. А вот в этих наушниках даже на высокой громкости звучание здесь по-прежнему остается достаточно мягким, текучим и как бы расслабляющим. То есть эти наушники буквально приглашают вас слушать их часами, весь день напролет, не вызывая какой-то усталости, как в случае уже с более энергично настроенными
встроенными наушниками в этом диапазоне. Но однако, несмотря на вот такую сдержанную и аккуратную подачу, середина здесь не звучит как-то скучно или сухо, так как здесь есть жизнь, есть дыхание и самое главное, есть драйв. То есть это не та середина, которая там теряется в фоне или звучит просто как-то тупо и безэмоционально, а наоборот, здесь инструменты подаются с отличной артикуляцией, за счет чего и гитары звучат с таким хорошим заметным панчем, а фортепиано с весом и выразительностью. Ну а перкуссия уже в среднем регистре ощущается очень такой упругой и естественной. То есть здесь все подается с таким чувством меры, будто каждый звук точно знает свое место и ничего от вас не было спрятано. И в итоге средние частоты — это настоящее воплощение комфорта и музыкальности, без потери характера. Они поданы нейтрально и сдержанно, без какой-то там навязчивости или лишнего акцента, но при этом звучат очень живо, тепло и выразительно. Это именно тот случай, когда середина вас не утомляет, не режет вам слух и не пытается доминировать, а она просто четко и грамотно делает свою работу, передает эмоции, нюансы и интонации с приятным ощущением уюта и естественности в подаче. Но высокие частоты — это именно тот случай, когда все подается очень аккуратно, тепло и плавно, но при этом детализация и прозрачность особо-то никуда и не девается. Они не давят вам на уши, не сыпят там какими-то искрами и не стараются вас поразить какой-то добавленной резкостью или светлостью. Вместо этого здесь ты получаешь такой очень гладкий, деликатный верх, который как бы очень правильно добавляет воздуха к звуку, но делает это настолько ненавязчиво, что ты просто перестаешь об этом думать. Он просто есть, он работает и делает это правильно. И поэтому здесь нет у вас какого-то ощущения там сверханалитичности или стерильности, так как все звучит в этих наушниках естественно и очень музыкально. Высокие частоты здесь точно не выпрыгивают слишком сильно вперед в миксе и слишком сильно не вытягивают все микронюансы, а они просто дают вам ровно столько информации, сколько вам нужно, чтобы услышать как реверберацию там в голосе, так и небольшие остаточные послезвучия от клавиш. И все это звучит при этом очень цельно и слитно, излишне не подчеркнуто и не сухо, а как будто бы, знаете, такая единая и завершенная картина, в которой нету каких-то острых углов. И знаешь, если ты, например, чувствителен к высоким частотам, то эти наушники — это точно настоящая находка для тебя, так как здесь вообще нет какой-то там яркости, нету сибилянтов, нету жесткости, нету каких-то странных тембров, даже на каких-то супер ярких современных треках вроде синт-попа или современной электроники или даже женского вокала с акцентом в верхней середине. Здесь все остается по восприятию очень комфортным, так как верх тут подается теплым и как бы слегка чуть смягченным, но при этом я отмечу, что не зажатым, так как ты все равно слышишь и воздух, и детали, просто так скажем, они слишком сильно здесь не бросаются при прослушивании, как уже в излишне светлых и более акцентированных наушниках в этом диапазоне. И в итоге, друзья, здесь мы имеем высокие частоты без каких-то особых претензий, но с хорошо оформленным вкусом. Они не пытаются вас как-то безумно впечатлить, но умеют вовлекать, не утомляют, слишком сильно вперед не выделяются, а просто как бы очень красиво и спокойно делают свою работу и завершают грамотный баланс этих наушников. Но звуковая сцена в этих наушниках ощущается как умеренно компактная, но очень аккуратно выстроенная и уютная. Это не та подача, где пространство кажется для вас каким-то безбрежным или намеренно раздутым. Вместо этого сцена здесь имеет скорее слегка такой заметный камерный эффект, но с очень приятной шириной и ощутимой глубиной, без ощущения какой-то тесноты. И такой подход создает вам естественную вовлеченность, и вы будто, знаете, оказываетесь в таком небольшом и хорошо организованном помещении, где каждый инструмент четко занимает свое место. И разделение планов в этих наушниках реализовано очень грамотно. Фронтальные и задние слои хорошо различимы, но подаются без искусственного акцентирования. Вокал, как правило, всегда уже располагается как можно ближе к слушателю, а инструменты же аккуратно разнесены по бокам. При этом они не выходят далеко за пределы вашей головы, и это создает ощущение такого плотного, но хорошо структурированного пространства, где все находится на своих местах и ничто не мешает уже более легкому восприятию всей композиции. Да и позиционирование источников звучания тут очень точно и естественно. Инструменты не сливаются в какую-то кашу или скомканную массу, а каждый элемент различимо имеет свое локальное положение, будь то это ударная установка, аккомпанемент или легкий фон. То есть это не презентация какой-то супер огромной арены, а скорее слегка такой интимный концерт в небольшом зале с хорошей аудиторией
аудиофильской акустикой, где ощущается как и глубина, так и направленность, но все находится в пределах комфорта и музыкального баланса. И в итоге звуковая сцена в Juice Ear Defined — это очень продуманное и уютное пространство, в котором реально приятно находиться, без какой-то там чрезмерной ширины, но с достойной глубиной и отличной расстановкой. Она не стремится вас удивить каким-то сверхмасштабом, но зато передает музыку и естественно, и цельно, с хорошим разделением планов, создавая ощущение уже более живого присутствия внутри композиции. Ну а вывод у меня получился таков: Jazz Ear Defined — это отличные наушники для истинных ценителей нейтрального, неутомительного и превосходно сбалансированного звучания. Если вы не любите яркие, светлые, энергичные и излишне дерзкие наушники, то, друзья, без всяких сомнений это то, что вам нужно, так как тут есть и мощный текстурный глубокий бас, и очень теплая увесистая серединка, и при этом супер комфортные, достаточно продолжительные высокие частоты с хорошей прозрачностью и достаточной детализацией. И что-то похожего по звучанию на эти наушники я давно не встречал, поэтому от себя я смело рекомендую их к покупке. Фанаты такого тюнинга точно будут довольны. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.